Зачастую в ситуации иммиграции у родителей появляется очень сильное чувство вины за то, что они привезли ребенка в новую среду, за то, что они не адаптируются настолько быстро, насколько адаптируется ребенок, за то, что они не осваиваются в плане языка, что родители не так быстро усваивают язык, как усваивают дети. Возникает, опять же, такая пропасть в этом смысле. Как справиться родителям с этим чувством вины? Это довольно сложная тема, как в конкретной семье, в конкретной ситуации, с конкретными детьми происходит и от чего происходит это чувство вины, от чего оно появляется. Может быть, родители слишком много начинают возлагать ответственности на детей, потому что они знают язык, они быстрее адаптируются, развиваются и в новой стране, и разбираются в новой системе, например, медицинского образования или школьного образования. И родители как бы немного даже меняются ролями с детьми. Они становятся более зависимыми от детей. И вот это вот чувство вины многих начинает просто вот беспокоить, внутреннее чувство вины. И как это сделать? Пойти к психологу и проанализировать это вместе с человеком, который не включен в ситуацию семейную, и решить для себя, как помочь себе и как помочь ребенку. Как известно, дети осваивают второй язык намного быстрее, чем родители, чем взрослые. Это зависит от многих особенностей, но в любом случае, даже если дома говорят на материнском языке, в обществе у нас язык так называемый социальный, то есть все говорят на английском языке, в частности в нашей стране. Дети намного быстрее усваивают язык, начинают говорить на языке, независимо от того, смешанная это семья или это семья полностью русскоговорящий, материнский язык русский. Дети очень быстро усваивают, и они начинают помогать родителям в разных ситуациях. Они помогают переводить, заполнять какие-то бумаги, анкеты. Они помогают родителям даже на медицинских приемах. Они помогают родителям в общении просто с людьми на улице. И вот эта роль детско-родительская, она становится очень сложной и для родительской стороны, и для детской. Дети подменяют роль ответственного человека в семье и начинают доминировать зачастую. Дети начинают принимать решения сами, независимо от родителей. Это еще более усложняет внутреннее состояние ребенка, его внутреннюю идентификацию, становится взрослее намного раньше, чем это нужно для детского возраста. Ребенку в 10 лет, 12 лет еще хочется поиграть, еще хочется побыть ребенком.